Друзья, всем привет! Вы на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Вот уже полмесяца, как наступила календарная зима, но только сейчас выпал первый снег и есть небольшой морозец. С утра было минус 10. Ты где лазил? Давай вперед, вперед, а то замерзнешь. Давно уже не был в землянке, наверное, около месяца. Все так же по причине болезни. Немного полежал в больничке. В общем, не будем о грустном. Да не бойся, беги давай. Карлос, как обычно, никого не заметил. Давай, беги, беги! Пищит, мамку зовет. А вот и Карлос. Вот, говнюк. О, побежала, побежала. Ну что, охотничек, ты хоть видел кого-то? Сейчас только унюхает и побежит гавкать. Да, побежал. Пойдем, Карлос, они уже убежали давно. Пойдем, пойдем, пойдем. Вот это завал, сколько деревьев попадало. Сегодня иду, чтобы продолжить работы с печкой. Вот в рюкзаке дымоходная труба, уголок. Я взял ее для того, чтобы можно было запустить печку и не работать в холоде. Такая у меня мысль появилась. Я уже, конечно, предвкушаю комментарии по поводу, почему ты не готовил сани летом. Летом не было ни кирпичей, они появились уже поздней осенью. Не было понимания, выстоит ли вообще землянка до зимы, потому что она весной очень сильно начала наклоняться. Но я ее усилил и вроде бы как остановил наклон. Вот. Пойдем, 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 Карлос. А вообще я мыслил, если землянка простоит до зимы и можно будет ею воспользоваться для зимней рыбалки и для походов, взять с собой буржуйку. Ее можно было бы привезти по льду, по водоему на санках и нормально переночевать несколько ночей, порыбачить, приготовить уху. Впереди в 100 метрах я увидел лисицу. Карлос тоже, похоже, ее учуял. Побежал по следу. В этом году впервые увидел лису. Странно, раньше практически каждый поход удавалось их встретить. Почему-то их стало меньше. Сильный ветер заставляет постоянно крутить головой, потому что слышен треск, и то и дело деревья падают. Утром, когда Карлос услышал, что мы идем в землянку, начал радостно гавкать, наворачивать круги, в общем, готовиться, собираться к походу. Но как только высунул нос на улицу, увидел, что выпало столько снега. Это как бы для нас снега там чуть выше ботинка. А для него снега это до... Ого! Ух ты! Где-то падает. Бубух. Пойдем, Карлос, догоняй. Вот. В общем, теперь ему эта перспектива не очень уже нравится. Сначала побегал он, согрелся, а теперь топает следом, чтобы не потеряться. Явно боится он в зимнем лесу остаться. О! Карлос, где ты плетешься? Замерз? Карлос, а как мы будем наверх подниматься? Ты вскарабкаешься? Меня потом затянешь?
Отсюда уже видно воду. Прямо черный водоем. Такая погодка. Выпал снег, и теперь все ориентиры выглядят по-другому. Мне сначала показалось, что я вышел не туда, куда нужно. Но потом заметил на воде помост для рыбалки. И понял, что я уже практически на месте. Осталось только не скатиться кубарем с этой горки. Так, Карлос уже у входа ожидает, замерз. Так, ну что? Еще одна веточка прилетела на дровишке. Так, пойдем. Посмотрим. О, я лопату забыл занести в прошлый раз. Ой, не пролезу я так с трубой, Карлос. Идем. Угу, зажала немного дверь. Укрывайся. Сейчас немного отдышусь, налажу освещение и пойду пройдусь к водоему. Нужно посмотреть, смогу ли я набрать воду для раствора. Ну все, вроде умостился. Я взял с собой вот трубу, вот этот вот негорючий материал, чтобы ее от бревен отсечь, чтобы не было возгорания. Потому что я посмотрел, когда разобрал печку, здесь черные, немного обуглившиеся бревна были. Недостаточно хорошо защитил я. Карлос, сейчас упадешь. Колбасишься, укладывайся уже. Так, ну печка в общем и целом подсохла, все в порядке, нигде не потрескалась. Надеюсь, при запуске, при нагреве все будет хорошо. Нужно поднять еще на пару рядков кирпичей, и тогда уже труба достанет до уголка, и можно будет запускать печку и не мерзнуть. Особенно Карлос будет этому очень рад. Да, Карлсончик? Не притворяйся, что ты уже спишь. Давай, пошуруди хвостом. Карлсончик. Притворюха. Взял кружку и баклажку, чтобы набрать воды в речке. Баклажка замерзла. Вот это ветерок. А здесь уже даже намеки на становление льда.
Фонарики повесил, теперь хорошо видно. Можно заниматься кладкой. Сейчас почищу старые кирпичи от раствора. И как раз его добавлю к глине. Целые кирпичи закончились, теперь придется складывать мозаику из кусочков. Пока новая порция раствора замокает, пойду прогуляюсь еще раз к водоему. Снежок пошел. На реке штормит. Если такая погодка холодная будет несколько дней, а ветер прекратится, то лед может и установиться, потому что вода уже хорошенько остыла. Стоит только успокоиться волне, она сразу схватится.
льдом. Кстати, в землянке несколько бутылок у меня с водой абсолютно не замерзли. А на улице промерзла насквозь баклажка. Поэтому все еще держит тепло. Несмотря на то, что много щелей. В следующий раз нужно будет взять что-то, чем можно законопатить щели. Или пену, или какой-то материал, чтобы позаталкивать. Кирпичи намокли под дождем. Раствор немного раскис. И они схватились между собой. Ой. Вода в баклажках начинает подмерзать в землянке. Дверь почти всегда открыта, чтобы было светлее. Поэтому, наверное, я сейчас нарублю дровишек, пока очередная порция раствора закисает. Осталось там пару кирпичей, и можно устанавливать дымоход. Я хочу немного протопить, так чтобы и не перегреть раствор, и так, чтобы вода в нем не замерзла. Я думаю, что если она хотя бы немного прогреется, я закрою двери, когда уйду, то тепло будет держаться какое-то время. И раствор, я думаю, нормально лучше высохнет, чем замерзнет. Пенек замерз. Карлос, бедолага, из-под одеяла не вылазит, греется. А мне аж жарковато стало. Хоть раздевайся. Осталось совсем чуть-чуть. Немного не хватило раствора.
заделать вот эти вот, ну вот эти вот щели и поподмазывать. Думаю, еще разок и точно хватит. Ну а пока раствор будет замокать, я уже начну топить печку, посмотрю, где дымит, где нужно подмазать. А может и не дымит, в общем, посмотрим. Будет ли тяга, потому что труба, которая на улице, она без уголка и наверх как бы не поднимается. Обычно же ставят так, чтобы вертикально было. А у меня труба выходит горизонтально и все. Уголка у меня больше нет. Ну, вернее, есть, но он гнилой совсем. И если уж совсем не будет тяги, то я попытаюсь его как-то туда приспособить. Тяга хорошая. Пока печь разгорается, раскалю еще одно поленце. Да, сколько времени прошло, практически месяц. А здесь глина до сих пор не высохла. Вот она прогревается и начинает испаряться влага. Вот так я все вокруг замазал, чтобы наверняка нигде не дымило. И здесь тоже кирпичи полностью холодные. А вот здесь даже еще кристаллы снега еще остались. Труба горячая. Но я сильно не топлю, там буквально пару щепочек горит.
внизу продолжает испаряться. В общем, потоплю еще с полчасика. В следующий раз нужно не забыть взять еще этой негорючей ваты и проложить между трубой и потолком, чтобы исключить возгорание. Ну что, тяга замечательная, горит хорошо, но есть один момент, который я не знаю, как правильно решить. Вот эта труба выходит не вверх, а горизонтально. И если будет ветер прямо встречный в трубу, не будет ли задувать этот угарный газ в помещение? Кто знает, напишите, нужно ли обязательно ставить уголок и поднимать ее вверх. Или так тоже вполне возможно оставить. Дровишки все в снегу, мокрые. Поэтому не очень хорошо горят. Печка парит, влажность как в сауне. Я уже греюсь, тепло заметно ощущается. Кирпичи, конечно, еще холодные, но эта труба металлическая очень горячая, от нее быстро выходит тепло. И помещение достаточно быстро прогревается. Термометра нет, но однозначно стало теплее. В общем, я не сомневаюсь, что все будет работать. Да, кирпичи долго прогреваются, но зато я когда прихожу на рыбалку на 3 дня или там на неделю, предположим, я топлю каждый день. Кирпичи там в первый вечер, может быть, плохо прогреются. Ну, потоплю подольше, там до полуночи. Вот. А потом уже остальные дни зато будет все хорошо прогрето, и кирпичи, и дерево прогреется. Все будет нормально. Я уже не первую зиму здесь, поэтому не переживаю. Карлос храпит там до сих пор, похрапывает, посапывает. Сейчас буду насыпать ему консерву в тарелочку в его. Интересно, услышит он, проснется или нет. Сейчас немного понаблюдаем за ним. Я сам все съем сейчас. Не переживай, спи. Карлос, что ты проснулся? Еще не нагрелась. Вкусно. Можно я попробую? А, ты застрял, ты в дырку вылез. Вот и Семен Семенович.
Я съем, пока ты вылезешь. Ням-ням-ням. Вкусно. Ну ты себе придумал платьице. О, жопа застряла. Жиробас. Иди ешь. Худой, как велосипед, а ест, как бегемот. Каждый день он наедает так бока, что аж круглый становится. А ребра торчат. В туалет сходил несколько раз и все. Снова ребра. Жирок не нагуливает он себя. Все, справился. Давай, давай, вылизывай. Вылизывай, я не пойду мыть, там шторм такой, холодно. Ладно, все, давай, залазь. Иди, залазь. Запрыгивай. Давай, давай. Объелся, да? Не подымешь свою жопу. Давай, давай. Все. Давай, прячься под одеяло. Угу. Давай, давай, залазь. Все, укутывайся. Еще полчасика потопим. И будем собираться, потому что скоро темнеть будет. Понял? Давай, грейся. Все. Отработано. Заползание под одеяло. Двери плохо закрываются, но я не буду спешить их подстраивать, потому что, скорее всего, из-за сырости они просто сейчас набухли, а если хорошенько протопить, то они высохнут и станут лучше закрываться. Не, практически закрываются, поэтому спешить не стоит. Печка греется, парит. Кирпичи, которые на ребро стоят, уже теплые. Эти еще холодные. А вот здесь вот уже второй и первый ряд уже тоже теплые. В общем, теперь уж точно без сомнения в следующий раз я буду с ночевкой. Потому что печка, можно сказать, прошла испытание. Вроде как все в порядке. Дым нигде не выходит. Тяга хорошая. Единственный момент вот с этим вот поворотом вверх. Нужно ли на дымоходе трубу поворачивать вверх, или можно достаточно просто вывести вот так вот, как она у меня сейчас. Смотрю, что там на реке. Ветер вроде поутих, но волна еще хорошая. Когда же в этом году лед будет? Как мне понравилось, когда я наблюдал становление льда здесь. Так необычно было. Как правило, лед становится, когда тихо, ветра нет, и ночью хороший морозец. Вот, и ты приходишь с утра, и практически весь водоем покрыт льдом. И если толщина уже достаточно большая, что не дает ветру поломать его,
то волна уже не будет разгуливаться и не будет ломать его. А здесь я наблюдал в течение, по-моему, недели где-то. Лед становится уже такой сантиметра 4-5. Я уже выходил, рыбачил недалеко от берега. На следующее утро встаю, довольный, уже приготовил прикормки. Думаю, сейчас на рыбалку побегу. А тут вода, льда как и не было. И вот так в течение 7 дней, так для меня непонятно было. Мороз ночью, минус 20. Тишина, ветра нет. Утром встаю, ну есть корочка, но тоненькая. Я думал, что уже будет нормально, и что выйду прямо за ночь, промерзнет все. Нет же. И вот так вот не мог я никак разобраться, понять, как природа действует. Сижа все ближе и ближе к берегу. Нет, точнее берег все ближе и ближе к Сиже. Да, было бы очень замечательно, если бы Сижа выдержала и не была поломана льдом по весне, чтобы не пришлось заново ее строить. Весной здесь можно отлично половить даже на поплавочную удочку, далеко не забрасывая. Вот на расстоянии Сижи можно было уже вполне ловить и леща, и плотву, и карась подходит весной, и карпик. В общем, весной можно неплохо порыбачить. Сижи. А с берега, ну, сильно мелко, если для удочки, для поплавочной. Вот. Ну что, дрова в печке практически прогорели. Пойду будить Карлоса и будем собираться в обратный путь. Потому что скоро будет темнеть. И совсем не хочется, чтобы темнота застала нас в лесу. Карлсончик, подъем. Погнали. Уходим. Давай, давай, резче, резче, резче. Ищи выход. Ты опять в дырочку вылез. Туда ты весь не пролезешь, только нос. Все, я пошел. Пока. Карлос, я ухожу. Давай, давай, вылазь. Пошли. Ладно, мы так долго будем. Иди сюда. Стой. Погнали. Жиробас. Ребра торчат, а пузо как у пивного алкоголика. Так, все, свет потушили. Погнали. Да. О, разгорелось что-то. Карлос, идем, идем. Елки-палки. Уже сколько. Фух. И это был всего лишь небольшой подъемчик. Так, ну что, не будем ждать, пока я залезу на эту горку, потому что буду еле разговаривать, запыхавшись. Буду с вами прощаться. Всем мира, добра и здоровья. До встречи в следующих видео. Пока-пока. Пойдем, Карлос.